Сегодня в нашем ролике мы поговорим о такой процедуре, как наращивание ресниц. Многим девушкам, женщинам это знакомо 100%, а некоторые мужчины с этим сталкивались, потому что их супруги, подруги этим занимаются. Весь процесс заключается в том, что к каждой ресничке приклеивается от 1 до 15 ресниц искусственных. Так вот, вся эта процедура, она немножко не очень полезна для здоровья именно мастера, так как присутствует клей, который выделяет вредные вещества, тем самым раздражает слизистую и появляется насморк. Супруга долго с этим боролась, и я решил сделать какое-то устройство, которое будет удалять эти поры. Итак, нашей задачей является удалить вредные вещества из рабочей зоны мастера, в объем комнаты, можно сказать так. Для этого мы будем использовать обычный канальный вентилятор бесшумный, производительностью 100 метров кубических в час, самый минимальный. Гибким воздуховодом из ПВХ-пленки мы будем удалять вредные вещества через вентилятор, оно будет уходить через решетку во весь объем помещения. В промышленных аппаратах еще ставятся угольные фильтры, которые очищают воздух, но концентрация паров клея в объеме воздуха очень незначительна, поэтому я ничего не ставил, просто мы удаляем воздух подальше от места работы мастера. Для запуска вентилятора можно было использовать выключатель с регулятором скорости вращения, но я использовал обычный бытовой выключатель. В качестве поворотного устройства использовали обычный штатив для крепления микрофона. Вот сюда крепился микрофон. Вместо этого мы сделали крепление, на который закрепили 125-й диффузор. На него одели переход сотый, чтобы подсоединить нам воздуховод. Для подсоединения воздуховода я буду использовать обычные стяжки. Как мы видим, данная конструкция перемещается во всех плоскостях. Мы можем достать ее к любому рабочему месту. Сейчас запустим, проверим ее работоспособность. Можно слышать, что шума тоже от нее очень мало. Конструкция данной системы может быть абсолютно разная. Все зависит от желания мастера. Основной задачей является спрятать вентилятор. И все зависит от интерьера помещения, где оно будет находиться. Можно сделать больше полок. Иногда мастеру удобно туда что-то поставить, какие-то приборы, инструменты положить. И, соответственно, материал тоже. С любого материала можно изготовить такую конструкцию. Данное устройство было испытано на протяжении 3 месяцев. Грубо говоря, прошли аэродинамические испытания. Работает оно достаточно хорошо. У супруги прошел ринит. И сейчас человек работает себе в удовольствие, можно так сказать.